Кирилл, спасай! Кремль отправил в Вашингтон с тайной миссией друга семьи Путиных. Опасная зона расширяется, российские кабы стали летать гораздо дальше. От всемогущества до экспроприации в Казахстане взялись за семью Елбасы. Крепкий хозяйственник ослаб, Лукашенко стало плохо. К удивлению ученых, у антиковидных прививок выявили побочный эффект. Об этих и других главных событиях утро 25 октября. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Владимир Путин, который накануне пытался изображать спокойствие из-за отмены встречи в Будапеште и введения Соединенными Штатами санкций в отношении российских нефтяных гигантов, срочно отправил за океан личного посланника. Как сообщает CNN, в Вашингтон прибыл Кирилл Дмитриев, спецпереговорщик Кремля и друг семьи Путиных. Тот, который на Аляске гонял местного медведя, а недавно предлагал построить тоннель между Россией и США. Теперь Дмитриеву предстоит не рыть тоннель, а спасать разрушенные кремлевскими упрямцами отношения с Вашингтоном. По данным источников CNN, глава Российского фонда прямых инвестиций проведет серию встреч с представителями администрации США, чтобы обсудить будущее российско-американских отношений. Сначала водили Трампа за нос с момента саммита в Аляске, откладывали реальные переговоры, ставили через Лаврова нереальные условия, сыпали оскорблениями с помощью Медведева, а теперь выслали выпускника Гарварда и Стэнфорда Дмитриева спасать ситуацию. В общем, московская дипломатия в полный рост. Тем временем Путин еще должен быть благодарен Дональду Трампу. Как пишет The Wall Street Journal, президент США выбрал еще не самый жесткий вариант санкций. По данным издания, у Белого дома было 3 сценария. Мягкий, с ограниченными мерами, жесткий, с ударом по промышленности и элите, и средний, нацеленный на энергетический сектор. Именно его Трамп и утвердил, введя санкции против Роснефти, Лукойла и их дочерних структур. Как пишет издание, терпение президента лопнуло после серии обстрелов Украины, которые Россия проводила вскоре после его дружеских телефонных разговоров с Путиным. По словам источников, Трамп решил, что российский диктатор просто вводит его за нос. CNN уточняет, что Белый дом обсуждал санкции месяцами, но Трамп до последнего надеялся сохранить пространство для переговоров. Решение изменилось после отмены его встречи с Путиным в Будапеште. Тогда президент сказал советникам, что инстинкты подсказывают, пора двигаться в другом направлении. Индия начала массово переключаться с российской нефти на ближневосточную и американскую после санкций США против Лукойла и Роснефти, сообщает Bloomberg. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания страны Reliance Industries теперь закупает сырье в Ираке, Катаре, Саудовской Аравии и США. Первые поставки ожидаются уже в декабре-январе. По данным трейдеров, только в октябре Reliance купила на спотовом рынке не менее 10 миллионов баррелей нефти, и большая часть не российская. Другие индийские НПЗ также ищут альтернативу, преимущественно на Ближнем Востоке, в США и Бразилии. До введения санкций Reliance была главным покупателем российского черного золота в Индии и имела долгосрочный контракт с Роснефтью. Теперь этот поток стремительно сокращается, и Москва теряет ключевого клиента, который обеспечивал миллиарды долларов валютных поступлений. Войска страны-агрессора нанесли по Украине новый удар, в этот раз управляемыми авиабомбами по индустриальному району Харькова. Зафиксировано как минимум 6 ударов, 10 человек ранены, захватчики попали в гражданское предприятие и автобазу. Повреждены десятки автомобилей. Но досталось не только Харькову. Впервые управляемыми авиационными бомбами россияне смогли ударить и по Одесской области. Глава местной военной администрации Кипер назвал это новой серьезной угрозой. Цитирую: «Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения». Агрессоры планировали еще одно преступление против гражданского населения. Россия пыталась атаковать дроном поезд Львов-Краматорск на подъезде к конечной станции. Об этом сообщила Укрзалезница. Удар не удался, однако взрывная волна повредила окна в 3 вагонах. Пострадавших нет.
Но смерть в Украине несут не только захватчики. Трагедия случилась в Овруче, Житомирской области. Во время проверки документов у пассажиров дизель-поезда один из мужчин достал взрывное устройство. Оно сдетонировало прямо на перроне. По данным полиции, погиб сам подрывник, 23-летний житель Харькова, и 3 женщин, 29, 58 и 82 лет, все из Коростенского района. Одна из погибших — сотрудница Госпогранслужбы. Еще 12 человек получили ранения. Следователи устанавливают мотивы поступка. Россия ставит новые рекорды по репрессиям. В стране резко выросло число людей, которых власти официально объявили террористами и экстремистами. Как подсчитала новая газета «Европа», только за 10 месяцев текущего года в реестр Росинформмониторинга внесли более 3000 человек. Это более 300 новых имен ежемесячно. Всего в списке уже почти 19 тысяч человек. Темпы роста зашкаливают. Еще в 2022 году в список добавили 1400 человек, в 23-м 1800, в 24-м 3200. И впервые там начали массово появляться несовершеннолетние. Если ранее их доля была менее 2,5%, то теперь каждый 10-й подросток. Все чаще туда заносят и украинцев, военнопленных и гражданских, обвиненных в терроризме на территории РФ. С июня 2025 года они составляют 21% новых фигурантов. Причина стремительного роста — новые репрессивные поправки. Теперь в реестр вносят не только тех, кто осужден по террористическим статьям, но и обвиненных в фейках и дискредитации армии, а с лета еще и в диверсиях. При этом в список попадают не только осужденные, но и подозреваемые на этапе следствия. Само попадание в реестр террористов и экстремистов фактически лишает человека нормальной жизни. Ему запрещено иметь банковские карты, распоряжаться имуществом, тратить более 10 тысяч рублей в месяц и даже получать наследство. В Казахстане продолжают трясти семью экс-президента. Генпрокуратура начала проверку активов Нурбола Назарбаева, племянника бывшего главы государства и сына его покойного брата. Об этом сообщил генпрокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос. Одновременно Департамент по экономическим расследованиям ведет дело о рейдерском захвате 16% доли компании «Порус», в котором также фигурирует Нурбол Назарбаев. Асылов отметил, что в обществе циркулируют сообщения о рынках, земельных участках, рейдерски захваченных этой семьей. Однако детали расследования не раскрываются. В сентябре суд уже лишил Нурбола Назарбаева активов на сумму 57 миллиардов тенге. Это около 119 миллионов долларов. Депутат Маджлиса Ринат Заитов потребовал провести полную инвентаризацию его имущества и вернуть в госсобственность все, что было приобретено незаконным путем. Теперь-то можно быть смелым и атаковать родственников Назарбаева, а еще несколько лет назад чиновники и парламентарии соревновались в восхвалении Елбасы на все лады. Глава Баварии Маркус Зёдер потребовал ограничить въезд в Германию молодых мужчин из Украины. В интервью Bild влиятельный политик заявил, что обратился по этому поводу к Берлину и Брюсселю, призвав вернуть запрет на выезд украинцев призывного возраста. Мы должны значительно сократить поток молодых мужчин из Украины. ЕС и Берлин должны убедить Киев вновь ужесточить правила выезда. Никому не поможет, если все больше молодых украинцев приезжают в Германию вместо того, чтобы защищать свою страну. Зёдер также предложил прекратить выплаты денежной помощи мужчинам призывного возраста и ужесточить миграционную политику. По его словам, Германия уже поддерживает Киев оружием и деньгами, но Украине нужны и украинские солдаты. Как пишет Bild, после отмены Киевом в августе запрета на выезд мужчин 18-22 лет, количество запросов на убежище в Германии выросло почти в 10 раз, со 100 до 1000 в неделю. Крепкий хозяйственник оказался не таким крепким. Ему стало плохо, и это не слухи, а личное признание Лукашенко. Оказалось, что диктатор ранее потребовал от спецслужб узнать, что на самом деле думают белорусы. Несмотря на долгий промежуток времени, что я работаю у вас президентом, я не забронзовел. И для меня ничего не стоит Василию Николаевичу сказать: слушай, я тебя попрошу вместе с Комитетом госбезопасности, дай мне ситуацию, чем дышит народ. Тяжело опираясь на трибуну и заметно задыхаясь, несменяемый более 31 года руководитель сделал шокирующее признание. Но не то, что там в тиктоках квокаются и токаются. Это я с помощниками прочитаю.
А то, что не слышно, не видно, у них специальные методы. И когда он мне доложил вот эту на нескольких страницах, отдельно взяли, мне стало плохо вообще. Вот так старается Центр избирком и пропаганда, чтобы продемонстрировать всенародную поддержку, а диктатор одним выступлением сам всю базу выдал. Кстати, 71-летний Лукашенко решил в этот раз тряхнуть стариной и вел совещание со своими чиновниками 5 часов 35 минут. Самые популярные вакцины от COVID-19, Pfizer и Moderna, неожиданно показали побочный, но полезный эффект. Они могут помогать организму бороться с раком. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на исследования онкологического центра в Хьюстоне и Университета Флориды. Ученые выяснили, вакцина действует как сирена. Она будит иммунные клетки по всему телу и помогает атаковать даже те опухоли, которые раньше не реагировали на лечение. Результаты настолько впечатлили исследователей, что они уже готовят масштабное клиническое испытание. По данным Associated Press, анализ почти 1000 пациентов с запущенными формами рака показал, те, кто был привит Pfizer или Moderna, жили дольше и лучше реагировали на лечение, чем невакцинированные. Особенно заметен эффект был у больных меланомой. При этом обычные вакцины, например, против гриппа, такого влияния не оказывали. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.